Доброго времени суток всем, кто заглянул на канал Дача Лайф. Беларусь все еще находится в плену арктического вторжения. Заморозки не отступают, холодно даже в солнечный день. Первый раз за много лет не смогли раскрыться цветки пиона на 9 мая. Каждое утро бутоны сковывал мороз. И каждое утро теряешься в догадках, смогут ли побеги поднять бутоны. И очень больно наблюдать, как мороз терзает розочки, особенно молодые побежки. Ах, как прекрасно все начиналось! Радовала каждая пробудившаяся почка. Даже предположить не могла, что придут огорчения. Молодые побеги очаровывали невероятно красивой и здоровой листвой. Но все в одночасье изменилось, когда пришли заморозки. Ночью побеги мерзнут, днем проблема усугубляется палящим солнцем и холодным ветром. Безусловно, малоприятная ситуация с заморозками, но не смертельная. Сильно прихваченные молодые побеги могут восстановиться, если сохранилась точка роста. Я не тороплюсь с обрезкой. Роза сама отсушит все поврежденное и даст новое развитие с наступлением устойчивого тепла. Ускорение придаст и пин. Заморозки многое портят, но не только они одни явились в моем саду виной. Хорошо, что решила оставить после зимы побольше почек. Надеюсь, мое решение не оставит меня без цветения. И уж как-то совсем странно ведут себя листья. Неужели это от резкого перепада температуры? Когда стала изучать этот вопрос более досконально, но очень много выяснила интересного. Такую проблему очень сложно обнаружить. А вот это уже видны ее последствия. Зачастую самый большой вред наносят вредители. Цветения здесь точно не будет. Розочка очень старалась выпустить побег, но ничего хорошего не получилось. Также негативно сказывается и многочисленное скопление тли. Сочные листочки молодых побегов, очень привлекают вредителей. У каждого выхода молодого листочка из пазухи сидит тля. После пребывания тли на точке роста листочек медленно усыхает. И вот так это выглядит потом. В этом году как-то очень сильно бросается в глаза неоднородность цвета листвы. Но почему-то даже не удивилась, когда перевернула листики, на них обнаружилась тля. А здесь, конечно, задумалась, почему рядышком две почки выпустили по окрасу разные листочки. Непоняток много после такой аномальной зимы, поэтому будем разбираться со всем этим в течение всего сезона. Так обидно бывает, когда хорошо перезимовавшим розам начинает что-то вредить. И происходит это в самые лучшие моменты развития розы. Планировала обойтись без химии, но, видно, не получится. Аномальная зима дала им шанс выжить. Заморозки им не помеха. Придется использовать Актару пораньше, хотя применяла ее на зачатии бутона. С тлей проще, применяю чистотел. Хуже всего, когда зараза развивается внутри побега. Об этом смотрите вторую часть.